всей стране, а точнее в 8 регионах России. И повод для грусти весомый, у некоторых с 6 нулями. Состоятельные, успешные, знаменитые и не очень вложили свои кровные в финансовую пирамиду вроде МММ. На этих кадрах обыски в одном из офисов фирмы, в названии которой тоже 3 буквы QBF. Да и принципы работы организаторов инвесткомпаний мало чем отличаются от тех, которыми в свое время руководствовался Мавроди. Вкладываешь деньги, приводишь друга, получаешь проценты. Один из самых без преувеличения заметных инвесторов – Анастасия Волочкова. Стоит теперь балерина в красном платье в пол посреди своей нарядной гостиной и рассказывает о том, как попалась. Ей позвонили и попросили стать лицом компании. Заслуженная артистка решила, ну не может же рекламировать то, в чем не уверена. Я согласилась рискнуть своими деньгами. Я вложила 2 миллиона рублей под 10% годовых, которые они мне обещали. Договор был составлен. Когда пришло время мне забирать свои деньги, то есть возвращать вложенные мною с процентами, менеджеры, которые меня приглашали, они быстренько куда-то исчезли и сказали, что мы вообще к этой компании теперь не имеем никакого отношения. Из 2 миллионов ей вернули только 500 тысяч рублей. Волочкова и еще несколько сотен вкладчиков написали заявление в полицию. Многие из них по понятным причинам комментировать свой промах не хотят и даже отказываются от статуса потерпевших. Это и чиновники, и бизнесмены, и звезды шоу-бизнеса, и популярные блогеры. Вот как Артур Мурадян. Месяц назад решил вывести последний остаток. Это было 2 миллиона рублей. Вот 20 апреля я поставил на вывод деньги. И 26 мая по всем их регламентов я должен был забрать деньги. Но этого не произошло. Правда, как в одном ряду с такими богатыми и знаменитыми оказалась молодая мать Анна Кузнецова из Новосибирска. Она теперь сама не понимает. Продала единственное жилье и вложила последнее. Увидела рекламу в интернете. Теперь вынуждена с детьми арендовать свою же квартиру, только теперь уже у нового собственника. Сейчас я хочу вернуть все деньги, которые были заведены на брокерский счет. Это 2 миллиона 900. Это все мои накопления. Не говоря уже о полученной нарисованной прибыли за время инвестирования. Выяснилось, вложились и сотрудники инвестиционной компании, ничего так и не получив. Вот что рассказывает бывший менеджер фирмы. Многие ребята продолжали работать, даже не получая заработную плату. И это говорит о том, что это максимально лояльные компании, люди, которые надеялись на то, что все образумится. Но насколько мы видим сейчас, ситуация продолжает развиваться в неприятном ключе. Один из менеджеров, которого записал блогер Мурадян, обещал, это лишь небольшая задержка, временные трудности. Но ты можешь мне сейчас сказать с уверенностью, что я свои деньги получу? С легкостью. Серьезно? У меня да? сумма в компании в разы больше, поэтому никаких проблем здесь нет. Есть проблемы, стало понятно, когда было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», разумеется, в особо крупном размере. Но поймать, что называется, за руку удалось только нескольких топ-менеджеров компании. Один из них сейчас под домашним арестом, 3, включая юриста Евгению Россиеву и соучредителя Зелимхана Мунаева, в СИЗО. А вот идейный вдохновитель финансовой пирамиды, как водится, пустился в бега. По некоторым данным, сейчас скрывается где-то в Объединенных Арабских Эмиратах. Зовут его Роман Шпаков. Мужчину объявили в международный розыск. Сыщики выяснили, клиенты QBF инвестировали вовсе не в свое светлое будущее, а скорее в его. В действительности инвестиционной деятельностью они не занимались. Полученные активы перечислялись на подконтрольные счета компаний нерезидентов, похищались, а затем легализовывались через девелоперские проекты. Ущерб от противоправной деятельности превышает 1 миллиард рублей. Цифры меняются по ходу расследования чуть ли не каждый день. Сейчас уже ущерб вырос до 7 миллиардов. Тем временем Центробанк еще в июле, тогда же прошли первые обыски, отозвал лицензию у компании QBF. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Центробанка, основанием для принятия такого решения послужило систематическое нарушение законодательства о ценных бумагах со стороны инвестхолдинга. Решение вступает в силу в январе. Фора в полгода была дана для того, чтобы расплатиться с долгами. Действие лицензии прекращается 20 января 2022 года. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 19 января. Но, и это очевидно, к 19 января организаторы инвестпроекта вряд ли успеют рассчитаться со всеми. Офис в Москва-Сити, вежливые сотрудники, ну и что сейчас особенно ценится, красивый сайт, который, кстати,
до сих пор функционирует. Ну и название инвестпредложений очень многообещающие. Новая высота движения вверх, ну или «Мой сейф». Чей это «мой», теперь уже понятно. Правда, эксперты говорят, вкладывались все-таки в большинстве своем очень неглупые люди, которые инвестируют не в первый раз и не последние деньги. И они наверняка были уверены, успеют вывести средства перед тем, как пирамида рухнет. Наличие капитала означает, что человек в своей сфере, госпожа Волочкова, о которой, в частности, в связи с этой компанией идет речь, она же не на инвестировании заработала свои деньги, очевидно. Ровно как и круг ее знакомых. В большинстве своем, во всяком случае. Поэтому наличие денег, мы как-то считаем, что если у человека много денег, что он во всем разбирается. Но он разбирается в том, в чем он, где он заработал эти деньги. И инвестирование для него может быть вполне такой же чужой сферой деятельности. Сейчас все счета компании арестованы, оргтехника, документы, печати изъяты, офисы закрыты, расследования идут сразу в нескольких городах. Впрочем, шансы, что вкладчикам удастся вернуть свое, ничтожно малы. Мария Семенова, Надежда Зыбкина, Анна Гримашевич, Евгения Чернявская, Марина Старкова и Дмитрий Логинов. Телекомпания.